Всем привет! С момента прошлого видео прошел практически месяц видео из этой рубрики, и я сегодня вновь вам показываю то, что вяжу уже на сегодняшний день. Работ, как всегда, много, и сегодня я буду показывать 7 работ. Начну со стареньких, которые уже показывала, их 2 будет, и 5 новых. Первой это вот эта кофточка. Спрашивали уже, сколько пряжи ушло и так далее. Я ее еще не довязала. Когда вяжу, обязательно все покажу. Цвет. Вот, правильный цвет. И что я связала? Я связала все, кроме рукавов. И остановилась, я говорила в видео, не знаю, какую буду длину вязать, и остановилась на не очень длинном варианте. Вот так. Для тех, кто не видел предыдущие выпуски, коротко расскажу, что я вяжу кофточку полупатентной резинкой с цельновязанной планкой. Цельновязанная планка резинкой 1 на 1, лицевая петля снятая, изнаночная провязанная. Снимаю по лицевой стороне или по изнаночной, не помню, но я потом расскажу все. Когда я довяжу и буду снимать по нему видео, я все подробно расскажу там. Как вязать изделие с цельновязанной планкой я уже показывала, правда там другой узор был на планке. И есть у меня кардиган такой, капли дождя. Там подробный мастер-класс, как это делать. Сначала вяжется планка, так как здесь V-образный вырез, на длину спинки и рукавов. По ней набираются петли. И дальше вяжется обычным регланом. Здесь я делала прибавление в каждом втором ряду, как при обычном реглане, как мы вяжем, когда лицевой гладью. Здесь, конечно, прибавляется быстрее, потому что вот этот узор, полупатентная резинка, он по высоте короче получается. Меньшее количество рядов в том же количестве сантиметров. Если бы я вязала лицевой гладью, то здесь будет большее количество рядов в этом же количестве сантиметров. Вот так. Ну, он практически, наверное, похож, как если вязать платочной вязкой. Вот он тоже же, да, сокращается высота. И здесь я вязала полупатентной резинкой, делая накиды. В изнаночном ряду я вот в этих лицевых дорожках делаю накид и снимаю петлю, а в лицевом его провязываю. Можно вязать из петли предыдущего ряда, и также можно использовать обе стороны узора, кому какой больше нравится. Здесь вот такими более круглые петли, здесь вытянутые получается. Петли для полочек я набираю в процессе вязания. Все как обычно, обычный V-образный вырез. Нитки еще везде. Я заправляю их уже в конце обычно, пока они вот так немножко портят вид. Но ничего страшного. Здесь я сделала так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 отверстий для пуговиц. Пуговицы у меня есть уже 2 варианта. Я посмотрю потом, какой мне больше понравится, такие и пришью. И осталось все здесь связать только рукава и больше ничего. И, конечно же, наверное, нужно сказать по пряже. Пряжа Alize Alpaca Royal. Новинка, которая в 100 граммах 250 метров. 55% акрил, 15 альпака, 30 шерсть. Номер цвета 618. Красивый цвет, мне очень нравится. Тоже писали варианты, как называется. Большое спасибо за отзывы, которые вы пишете в комментариях под моими видео. Пряжу я получала из интернет-магазина Пряжа Су. Под видео ссылка, как обычно. И также я в предыдущем видео говорила о том, что теперь есть, и кроме предыдущего промокода, новый промокод NADI26, который теперь, наконец-то, дает 5% скидку абсолютно на весь ассортимент пряжи в интернет-магазине Пряжа Су. Так что те, кто
хотел заказать, но мешало, может быть, отсутствие скидки на определенные бренды, то теперь есть такая возможность. И что я хотела еще сказать, из такой пряжи я вяжу очень много, и это уже далеко не первый раз, и какими бы узорами я вязала, не вязала, мне очень нравится. Вот интересная пряжа, которой и лицевая гладь красиво смотрится, и резинка, и вот полупатентная резинка. Я вообще изначально из этой пряжи планировала другое изделие, но в комментариях, опять же, под моим видео написали, что из этой пряжи вязали кардиган полупатентной резинкой, и очень понравилось. И я вот решила, потому что я давно, в принципе, думала об этом, чтобы хотя бы одно связать изделие. Таким узором вяжут уже очень много. Многие этим узором. И кардиганы, и кофточки, и безрукавки. Очень много я вижу в интернете. Она, наверное, насмотренность какая-то все-таки сыграла свою роль. И я решила тоже связать. В принципе, пока мне нравится. Я не знаю, как оно вытянется, не вытянется. Я вяжу спицами 4 миллиметра. И насколько оно вытянется, я только узнаю, конечно, после стирки. Стирать я буду, как и обычно, я стираю изделие из этой пряжи в стиральной машине, так что посмотрим, как она себя поведет. Сейчас я хочу связать один рукав до манжета, закрыть петли, здесь вот они уже закрыты на втором рукаве, и постирать. И только потом уже делать вывод, потому что длина, если она вытянется, ничего страшного, а если рукав потом уже готовый вытянется, то придется перевязывать. Поэтому вот я решила так. Довяжу до манжета, постираю, посмотрю, насколько вытянулась, и уже буду довязывать рукава, и будет уже все готово. На держатели вот эти тоже ссылка под видео, и ссылка на Озон, и ссылка на Валбери. Сейчас самое время предновогоднее, когда можно сделать себе подарок или своим подругам. Так, это первое. Все, здесь больше особо рассказывать нечего. Скоро это изделие будет готово. И следующее из тех, что я уже показывала, это вот эта кофточка из кашемира. Покажу просто, насколько продвинулась. Не очень сильно продвинулась она, но это я говорила, что это у меня отдыхалочка, когда не хочется о чем-то думать, рассчитывать, то вот лицевую гладь гонишь и все. Это я вяжу из пряжи от Рико. Кашемир называется. Такие же моточки, как норка, по 50 граммов. Состав здесь 50 граммов 50% кашемир, 20% шерсть, 30% искусственные волокна. Моточки 50 граммов, длина 320 метров. Номер цвета у меня 1605, красивый такой перламутровый серый цвет, меланж, серый меланж. И к нему дополнительная нить идет. Я вяжу спицами 4, так, 4 же, 4 миллиметра в 2 основные и одну дополнительную нить. Дополнительная нить, она хорошо пружинит. Можно было и 2, конечно, взять, но я решила, что одной мне будет достаточно. Полотно получается такое, как мне надо. Очень мягкое, и при этом оно не сказать, чтобы тонкое. Ну, не толстая, нормальная. Но мягкость кашемира, конечно, это очень-очень приятно. Здесь я вяжу просто самый обычный кардиган, даже не кардиган, наверное, кофточка, потому что я в последнее время что-то все время вяжу какие-то длинные-длинные изделия, и в результате оказывается, что коротких кофточек у меня практически нет. Поэтому, хотя я их ношу гораздо чаще, потому что я ношу платья, юбки, и редко, когда брюки. Поэтому у меня, в общем-то, чаще всего, я сама заметила, что у меня, естественно, ну, например, с платьем мне больше нравится, когда это короткая кофточка, а не длинный кардиган. Какой длины я буду вязать, пока не знаю. Ну, сейчас вот оно примерно чуть ниже пояса.
сейчас связано. Здесь уже полностью все. Тоже V-образная горловина обычная. Планку буду привязывать в конце резинкой 2 на 2, внизу будет резинка 2 на 2, а вот рукава пока не знаю, как обычно. Как буду я вязать рукава, я всегда решаю уже, когда все готово практически. Примеряю на себя и вот как мне привидится, так и вяжу. Может быть, типа фонарика что-то сделаю. Она мягкая, пряжа эластичная, и, может быть, красиво будет складываться внизу. Посмотрим. Может быть и нет. Но то, что внизу будет резинка, и то, что на планке будет резинка, это уже точно. Ничего особенного здесь не будет. Петли для отверстия для пуговиц, скорее всего, сделаю. Какие-нибудь серые перламутровые пуговицы сюда вполне подойдут. Но пуговицы я пока на это изделие не подбирала. Буду еще подбирать. И что я заметила, очень-очень, вот даже без каких-то стараний, я просто вот это изделие вяжу под видео на ютубе, когда хочу отдохнуть. И без особых стараний петли укладываются очень-очень ровно. Вот это мне нравится. Вяжется быстро, спицы все-таки. Ну, для меня это большой размер, 4 миллиметра. Я стала в последнее время, смотрю, прям много вязать спицами 4 и даже 4,5. Надо что-нибудь начать. Ну, сейчас начнутся весенние, летние, там я часто и тонкими спицами вяжу. Этот пока продолжаю вязать, никуда не торопясь. Дальше. Начала я вязать детский плед. Я говорила, что буду вязать из этой пряжи, когда я получила ее тоже из интернет-магазина пряжа Су. И вот так я начала вязать. Так, пряжа. Сначала по пряже скажу. Это Alize Baby Wool. Номер цвета 146 сиреневый и 62 такой молочный, наверное. 50 граммов моточек, 175 метров. 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук вискоза. Вяжу в одну нить спицами. Забываем. Так. Тройка. Спицами 3 миллиметра. И вяжу вот таким узором. В шахматном порядке сейчас немножко оно мнется, конечно, потому что вот этот узор, он чуть-чуть складывается, а лицевая гладь, она пошире. Но после стирки, когда все вот это будет расправлено, конечно, все это будет выглядеть гораздо интереснее, чем сейчас. Но мне очень нравится, как это смотрится. Одинаковое количество петель на каждом. И здесь, и здесь. То есть просто меняются квадраты в шахматном порядке. Если здесь узор, то в следующий, когда провяжу раппорт узора, следующий квадрат, здесь лицевая гладь. И наоборот, над лицевой гладью узор. Вот и все. Проще некуда, но смотрится интересно. Я планирую снять видео, поэтому и тогда же и схему тоже дам, когда буду снимать видео по этому пледу. И также я хочу потом по краю, я вот здесь вяжу двойную кромочную петлю по краям. И потом за вторую кромочную, как бы изнутри вот так, я хочу связать вот этим цветом крючком небольшую обвязку. Вот так полностью по всему квадрату. Мне кажется, это будет освежит вид, будет более интересный. Я хочу вообще вот таким узором еще один плед связать. Мне уже пришло в голову это в процессе вязания из Alize Merino Royal. Мне кажется, вот этот узор на той пряже будет очень хорошо смотреться, тем более, что белый у меня остался, бежевый. Когда я вязала шапку и снуд, у меня осталась пряжа, и цветную закажу и свяжу, посмотрю, как этот будет узор, но мне кажется, он будет такой более пышно смотреться, чем вот эта пряжа.
Хотя это тоже очень нежно смотрится, приятно. Мне кажется, плед будет хороший. Тоже мягкий. После стирки еще мягче станет. По краям и по низу, и сверху также будет обвязка платочной вязкой. Здесь вот не вяжу укороченные ряды по платочной вязке. Но после стирки это все расправится. Растянется, расправится. И все будет ровненько. Можно, конечно, внутреннюю часть пледа еще пришить, например, ткань какую-то мягкую, или флис, или фланель, что-нибудь такое. А можно и так оставить, чтобы был такой легкий пледик в ту же коляску, кроватку. Ну, это детский пледик. Тоже вяжу с огромным удовольствием. Люблю вязать такие прямые изделия каким-нибудь интересным узором. Пряжи мне хватает, я уже посмотрела по размеру, по тому количеству, которое у меня уже ушло, пряжи мне хватит. Также я начала вязать шарф из вот этой меховой пряжи, тоже показывала в посылке, когда получала. Сейчас расскажу, что это за пряжа. Но теперь здесь у меня возник такой вопрос. Вопрос самой к себе. Может быть, вы мне что-то посоветуете. В общем, то, что получается, мне очень нравится. Действительно, пряжа, она просто невероятно мягкая. И при том, что это пряжа мех, само полотно, оно тоненькое. Оно тоненькое, оно не создает какого-то огромного объема на шее. И вот шарф получится, если вязать шарф, то это будет очень комфортное, приятное изделие. И я вот теперь думаю, я связала вот этот кусочек. Это практически половина того, что мне бы хотелось, потому что я хочу просто вот обычный шарф на шею, не длинный, внутрь вот одевать, и просто чтобы согревала. Она, кстати, очень хорошо греет, несмотря на то, что шерсти здесь нет. И на вот это у меня ушел один моток. Вот он закончился. Ровно один моточек. И я теперь думаю, если я свяжу еще такую же длину, и будет шарф готов, у меня уйдет 2 мотка. И по длине, по ширине я измерила, на что мне хватило бы 5 мотков, которые у меня есть. И получается, что у меня вот этих 5 мотков вполне хватает на чехол на диванную подушку. Потому что я изначально думала или шарф, или чехол, потому что, прикольный такой, можно. Чехол приятно прикасаться, очень как кошечка мягкая. И теперь я не знаю, или связать шарф, а потом думать, куда еще остатки пряжи девать, или распустить вот эту часть и связать все-таки чехол, но шарф мне тоже очень хочется. В общем, вот такие у меня мысли. Пряжа это трико, мех называется, номер цвета 770. И это 100% полиэстер, в 50 граммах 32 метра. Я говорила, когда получила посылку, что я не предполагала даже, что меховая пряжа может быть настолько мягкой. Хотя вот почему-то каким-то чутьем я вот именно на шарф ее и заказывала. Но я говорю, я взяла 5 мотков, я не знала просто. 32 метра это же очень мало. Я не знала, что в принципе не очень-то много пряжи и уходит. Я просто даже не могла представить, насколько хватит 32 метра и насколько она мягкая или не мягкая. Я, кстати, вяжу здесь платочной вязкой. Но я сначала, когда вязала образец, я набрала маленький такой образец. Я не знала, как она хорошо, нехорошо распускается. Поэтому я связала небольшой образец, и там вязала и платочной вязкой, и лицевой гладью. И, кстати, смотрится хорошо и в платочной вязке, и в лицевой глади. Но здесь, так как это шарф, он двусторонний, если бы я вязала чехол на диванную подушку, наверное, скорее всего, я вязала бы его лицевой гладью. Хотя, может быть, и платочной вязкой. Она эластичная, вот посмотрите, она тянется во все стороны. Вот, можно
туда растянуть, сюда растянуть. Очень мягкая, легкая. Не знаю даже, что мне теперь делать. В общем, вот связала один моток, пока лежит. И думаю, или вязать дальше, или распустить. И, кстати, да, распускается просто чудесно. Легко, и просто ничего с пряжей не происходит. Образец я распустила. Он распустился очень легко. Она скользкая такая, приятная. И при этом вот теплая. Я даже вот сейчас руками прикасаюсь к ней. Вот так чуть-чуть подержала, и тепло рук переходит на пряжу, и она согревает дальше. В общем, как вы думаете? И шарф хочу, и не знаю потом, что с остатками делать пряжи. Может быть, хотя, конечно, куда-то их потом можно применить. Как я говорила, что из этой пряжи не обязательно же вязать какое-то отдельное изделие, а можно ее использовать как какой-то декоративный вариант на воротник, манжеты, на отделку, на планку. Может быть, подобрать потом какую-то пряжу, подходящую по цвету, и действительно связать из остатков. Там хватит на воротничок, допустим, манжеты. Ну, в общем, буду думать пока. Осознание, как правильно поступить, оно все-таки придет, поэтому жду. Еще одна новая кофточка. Полностью сейчас не могу, конечно, показать. Спицы короткие, но я думаю, видно. Видно и понятно, что, как обычно, начав вязать из этой пряжи, не могу остановиться, и уже вот такое количество связала. И здесь я тоже вяжу с цельновязанной планкой, при этом я узор взяла тот же, который у меня в кардигане «Капли дождя», только там пряжа толстая, и там достаточно было одной дорожки для планки. А здесь я решила взять 3 дорожки. То есть это та же самая дорожка. Вот она. Кто смотрел тот мастер-класс. Только 3 дорожки, и между ними еще лицевая снятая, такая, чтобы она вытянутая была, чтобы они не сливались между собой. И получилась вот такая планка. При этом здесь очень удобна такая планка, что можно использовать вот эти отверстия как отверстия для пуговиц. Только, конечно, сюда большие не стоят какие-то пуговицы, если только вы не вяжете из какой-то более толстой пряжи. И я вот здесь что думаю. Так, давайте сначала по пряже. Это Alize Angora Gold, тоже из пряжи Су. 80% акрил, 20% шерсть. В 100 граммах 550 метров. Номер цвета 221. Покорил меня этот цвет. Мне хочется из него вязать и ни одно изделие. Здесь я вяжу тоже обычной лицевой гладью, используя только вот этот узор. И его же я использую на регланных линиях. Вот, на регланных линиях 1 дорожка, а на планке 3 дорожки. И я вот теперь тут думаю, тут тоже V-образный вырез. Можно сделать здесь пуговицы, например, какие-то небольшие пуговицы по 2. Вот так, 2 на одну планку, 2 пуговицы. Допустим, средняя дорожка остается, или даже на 2 крайние дорожки, например, 3-я дорожка в сторону. Это нужно пробовать уже когда с пуговицами. Я посмотрю потом. Есть у меня, кстати, небольшие голубые пуговицы. Наверное, они сюда подойдут. Надо будет попробовать их расположить. Или же по центральной дорожке 1 пуговицу. Буду прикладывать, смотреть. Здесь я уже полностью связала весь реглан, сняла рукава, как обычно я делаю это крючком, и начала уже вязать вниз. Вниз вяжу просто прямым полотном, продолжая вязать планку, все остальное лицевая гладь. Спицами вяжу 3,5 в одну нить. Мне нравится это полотно, которое получается именно спицами 3,5. Я уже вязала пончо у меня уже готово. К концу месяца я
сниму по нему видео, как я его вязала. Ну и не одно изделие, и крючком, и спицами я из этой пряжи уже вязала. И сейчас, вот я говорю, меня прямо покорил вот этот цвет, голубой меланж. Не знаю, джинс можно назвать, даже голубой джинс такой красивый. Тоже с удовольствием вяжу. Я думаю, это будет интересное изделие. Рукава тоже пока не знаю. И здесь я хочу, так как здесь резинки нет нигде, и в своем кардигане «Капли дождя» я по низу изделия и по низу рукавов я вязала вот этот узор. И, насколько помню, тоже вот с такой лицевой петлей между ажурными дорожками. Может быть, здесь я поступлю точно так же. По нижней части провяжу вместо резинки вот этот узор. Он тоже такой эластичный, как резинка. Потому что здесь разделяет изнаночная, лицевая, изнаночная между вот этими петлями. Вернее, между ажурными дорожками. И он, конечно, тоже дает какой-то эластичности. Я думаю, что он как замена резинки вполне подойдет и на рукавах, и по низу изделия. Вот. Тоже потихоньку продолжаю вязать. Так, следующее. В прошлое воскресенье я показывала, что я получила вот такую пряжу из пряжи Су. И вот на нее теперь тоже новый промокод действует, а раньше старый не действовал. Старый промокод, кстати, я говорила уже, он продолжает действовать, но с теми же условиями. А новый промокод дает скидку на весь ассортимент, и в том числе вот теперь на пряжу Лана Гросса. И говорила, что буду вязать пончо, показывала, какое из журнала. И вот начиная с воскресенья, как я начала вязать это пончо, и до сегодняшнего дня я вяжу только его. Вот просто меня, не знаю, какое-то волшебство. Эта пряжа меня не отпускает. И вот что я уже навязала. А навязала уже много. Но сейчас вот вчера уже вечером, к концу вечера вязала, и думаю, ну, вроде уже немножко успокоилась, уже можно и другие повязать. А то прям не могу. Вот я каждый вечер подхожу к своим изделиям, смотрю, думаю, так, какое сегодня повязать. И каждый раз, вот начиная с воскресенья, я беру вот эту корзинку. Ну, думаю, что уже немножко сделаю перерыв. Итак, пончо. Так, сейчас я журнал возьму, снова покажу, если кто не видел. Вот такое пончо. Поперечным вязанием. Ну, у меня, конечно, другая. Здесь тоже, кстати, Лана Гросса, но другая пряжа. И было интересно, как ляжет вот эта пряжа, так как на коротеньком образце, естественно, она абсолютно по-другому ложилась. Ну, как я и предполагала, полосочки получились на боковых частях. Так, это лицевая, да, сторона. Вот такие короткие. Я показываю вот так, хотя я вяжу вот отсюда, потому что сидеть оно будет вот так. То есть узор идет горизонтально, полосы будут вертикально. Сейчас оно все немножко складывается. Но после стирки этот узор расправится и будет более виден. И что я уже провязала? Я провязала одно плечо, вот от плеча до конца, то есть до выреза горловины. И начала вязать разделила вязание, то есть вот это я вяжу единым полотном. Вот так, давайте отсюда начну показывать, вот так. Вот я вяжу единым полотном. Все, ну, разложить я не могу все. Вяжу, вяжу, вяжу. Дальше разделяю на две части. Сначала вяжу одну, потом вяжу вторую на ширину горловины. Затем снова их соединяю и вяжу опять на всем полотне. В середине остается вырез горловины. Вот, как здесь.
Вот оно, вот отсюда вяжется до сюда, потом отдельно вот эта часть и по спинке, затем снова две части вместе. Но я говорю, что вот здесь автором придумано, что спинка короче переда ровно наполовину. Вот здесь у них 6 раппортов, 4 на перед и 2 на спинку. Но мне это кажется вообще каким-то безумием. Поэтому я вяжу одинаковые стороны по длине. 10 раппортов у меня. И 5 на спинку, 5 на перед. И вот посмотрите, как будет интересно смотреться. Ой, я сейчас запутаюсь во всех этих спицах. Я сняла, потому что вот одну половинку, пока вяжу вторую. И результат получится такой. По центру, вот он где вырез горловины идет. По центру у меня полностью, по центру переда будет выглядеть вот так узор. То есть широкие полоски. А по краям вот так. То есть вот это одна сторона на рукав она ляжет, да? Потом по центру будет, ну здесь еще мало связано, это еще не вся горловина. Вот такой широкий и по спинке, и по переду. И потом, когда я опять перейду на вязание спинки и переда вместе, опять пойдут чередование узких полосок. И получится вот так. Центр и по краям одинаковое. Мне кажется, это будет очень-очень интересно. Хотя вот узор более виден на более широких полосках. Здесь он тоже будет виден, потому что когда я вот так руками расправляю все, вот эти волны, не знаю, как на камеру, мне кажется, на камеру как-то не очень. Без камеры я их очень хорошо вижу. Узор красивый, мне нравится. Но схему, пожалуйста, не спрашивайте. Вы видите, что я вяжу из журнала. Я не могу выставить схему, поскольку это будет нарушение авторских прав. Рисковать я не собираюсь. Но мастер-класс я сделаю. Схему не могу дать. Если найдете где-то журнал, скажу, с какого журнала я вяжу. «Вязание. Ваше хобби», номер 9, 19 год. Вот это модель 13-14, шапка и пончо. И про пряжу. Лана Гросса Дуэта Пуна, номер цвета 101. Цвета есть разные, все секционного крошения, и все, насколько я понимаю, с разными секциями, даже по-моему, по длине секций там есть и двухцветные, и трехцветные, и если вязать какое-то короткое полотно, вот как я вязала образец, там получается прямо как градиент. Поэтому абсолютно в каждом изделии эта пряжа будет ложиться по-разному. И состав здесь 40% альпака, 22% мерино файн и 38% модал. То есть это усовершенствованная вискоза. Вот несмотря на то, что полотно уже очень большое, так, кстати, вяжу я спицами какими? 4, по-моему. Да, 4 миллиметра. А здесь рекомендуют 4-4,5. Вполне можно и 4,5, но я вяжу свободно. Вот из этой пряжи туго вязать, наверное, будет не очень комфортно, поскольку это, я не скажу, что это шнурок. Я не знаю, может быть и шнурок. Такой набитый. Но она невероятно мягкая. Она настолько приятная. Да, там я как и думала, как я и предполагала, когда выйдет это видео, будет много. Я даже предполагала, что будет больше комментариев, возмущенных ценой этой пряжи. Но я никого не заставляю покупать эту пряжу. Я просто показываю то, что есть у меня, из чего я вяжу. У кого есть возможность, тот купит. И причем с 5% скидкой. А у кого нет возможности или желания, то, конечно, не купит. И что касается цены и так далее, в интернет-магазине «Пряжа Су» огромное количество пряжи, и цены есть очень-очень разные. Поэтому каждый, кто
кому какая пряжа подходит, он сам выберет, устраивает цена, купит, не устраивает, не купит. Эта пряжа итальянская. Там писали, что пряжа производства Германии. Откуда такие сведения, я не знаю. Я везде, где смотрела, и здесь также указано на пряже, что это пряжа итальянская. И я всегда считала, что Лана Гросса это итальянская пряжа. Я не знаю почему. Может быть, ее еще и в Германии производят. Это мне неизвестно. Я сколько видела видов пряжи Лана Гросса, везде было написано, что производство Италия. Вот. И что я начала говорить? Несмотря на то, что полотно очень большое, количество петель тоже большое, вяжется быстро и легко. Пряжа, несмотря на то, что пушистая, она легко вяжется, она не цепляется, она не расслаивается. Ну, расслаиваться здесь нечему, потому что ее даже специально просто расслоить невозможно. А вот то, что касается вот этой пушистости, очень часто бывает, что задевается спица, когда вводим в петлю, она цепляется и задевается. Вот в этом случае не задевается, она гладкая такая, мягкая, приятная. И вот это огромное-огромное полотно, если взять его в руки, ощущение, что оно ничего не весит. Если убрать спицы, наверное, это вообще будет облачко. Настолько мягкое и легкое, это, конечно, очень-очень приятно. Я сначала думала красный, там есть еще красный с черным, но потом решила все-таки. Здесь вот вообще интересные такие цвета, здесь разные. Но такой я не нашла пряжи. Здесь она даже как твидовая идет. Надо посмотреть, что за пряжа. Ладно, потом посмотрю. Неважно. В общем, я говорила, что я долго хочу уже связать это пончо, но никак не могла подобрать пряжу, потому что изделие же большое, оно нужно, чтобы пряжа обязательно была легкой, и при этом, чтобы она вот так струилась, падала, а не колом стояла. Эта пряжа подошла как нельзя лучше, поэтому я с удовольствием буду продолжать из нее вязать. Думаю, что сейчас сделаю какой-то небольшой перерыв, переключусь на другие процессы, потому что для меня это вообще не свойственно столько дней вязать один и тот же процесс. Но удовольствие получила огромное. Может быть, и снова вечером рука потянется именно к этому процессу. Посмотрим. И последнее, это я начала вязать плед 3D. Я вот так поставлю все моточки. Так я их отсюда и достаю по одному. Так постоянно идет смена цвета. А номера цветов я сейчас скажу, что это за пряжа и какие номера. Я навязала уже вот такое количество квадратиков. И я думаю уже, что можно начать соединять. У меня 2 белых мотка, поэтому я вторым белым, у меня обвязка будет белая. Я вторым белым мотком могу начать соединять, чтобы уже точно понимать, какая я примерно же могу уже рассчитать, какая будет ширина. Но все-таки лучше, наверное, начать соединять, и более точно уже будет. Если будет еще обвязка, то получается, что на каждую сторону будет еще по одному ряду, то есть на квадрат, на ширину еще 2 ряда прибавится. Ну, примерно вот такое количество еще. По ширине рассчитать, в принципе, примерно можно. Но можно и начать соединять. Вот так. Между ними будет еще и белый цвет. Ну, сейчас, конечно, это трудно понять, как это будет выглядеть. Тоже огромное всем спасибо, кто советовал мне по поводу пряжи. Я уже не буду сегодня показывать, как я немножко перепутала с цветами пряжи и на что мне пришлось заменить. И, кстати, мне, когда писали про вот эту пряжу, номер цвета я сейчас скажу, вот они у меня все, сейчас я их назову, про вот эту.
Меня удивило, в комментариях написали, что я же вязала юбку вот таким цветом, из этой же самой пряжи, вот таким цветом. И мне стало так приятно, что мои зрители помнят мои изделия лучше, чем я. Огромное спасибо за это. Действительно, именно этот цвет был. Пряжа Alize Lana Gold 800. И сейчас я назову цвета, из которых я вяжу, начиная с белого, затем светло-серый, потемнее серый, черный, бордовый и красный. 6 цветов. Ну и обвязка будет белым. Я их здесь написала, поотметила. Так, давайте, вдруг кто-то не знает, что здесь 51% акрил, 49% шерсть. И в 100 граммах здесь то 730, то 800 метров в разных мотках. И большое спасибо, я тогда удивилась, когда получила эту пряжу, увидев 730 метров, и мне написали, что, оказывается, 730 метров в мотке – это новый размер пряжи. Оказывается, раньше было 800, хотя вот название не поменяли, она же так и называлась. Почему она называлась Lana Gold 800? Потому что в моточке в 100-граммовом было 800 метров. Теперь 730 метров, но называется она по-прежнему. И писали, сейчас я продолжу про это, писали про разницу в толщине пряжи, но разница здесь вот не ощущается. В квадратике, по крайней мере, не ощущается. Если вязать какое-то одно изделие, например, взять один цвет и начать вязать из старых партий, да, на 800 метров, потом перейти, допустим, пряжи не хватило, докупили такой же цвет, он, допустим, по цвету совпал, но толщина будет отличаться. Вот здесь будет отличаться, потому что в процессе вязания, когда я вяжу крючком 3 миллиметра, в процессе вязания это заметно. Какая-то пряжа толще, какая-то тоньше по нити. Но в общем это незаметно получается. Но именно когда мы вяжем вот такие небольшие какие-то вещи, в одном изделии это будет, конечно, заметно. Итак, красный. Это яркий, который красный. Номер цвета 56. Бордовый. Вот этот. 57. Черный. Так. 60. Серый. Это вот который темнее. 21. Вот этот, который я докупала. Пепельный меланж он называется. 684. И белый 55. Вот такие цвета я выбрала для своего пледа. Не знаю пока точно, какого он будет размера. Я думаю, то на кровать, то на щеку. Ну, в общем, пока вяжу. Вязать очень много. Но вяжутся быстро. Вон, посмотрите, я не заметила, как я навязала вот такое огромное количество. Нитки, кончики я заправляю сразу, потому что потом это будет очень-очень долго. Я прям сразу. Вот один цвет довязала, прежде чем заменить другой, я тут же заправляю нить, и вот так. И тогда оно не нудно и не особо заметно. Если их оставлять, все эти кончики, и заправлять вообще в самом конце вязания, то я думаю, что этот плед или покрывало, оно не будет не будет закончено никогда. Это будет очень-очень долго, так как вот по 2 ряда буквально каждого цвета. Можно, конечно, вязать и по 4 ряда. Допустим, вот связать белый, а затем 4 вот этот, 4 этот, можно даже 2 темный и опять от темного. Здесь хорошо оно смотрится, когда идем от светлого к темному, после темного от темного к светлому. Но слишком здесь тоже переборщить не нужно, потому что может потеряться вот этот эффект 3D после соединения. Особенно если
Например, здесь взять светлых 3 цвета, а вот здесь 2, например. Или наоборот, здесь 2, здесь 3. Вот тут эффект уже... Я вот смотрела разные варианты и смотрела, там же видно, сколько цветов. И вот здесь, когда нет вот этого равенства между темным и... В общем, между рядами до темного и после темного, то немножко смещается как бы вот этот эффект 3D и не так красиво получается. Лучше получается, когда до темного 2 цвета и после темного 2 цвета, но максимум 3 цвета после темного. Тогда немножко вот эта стена, когда эффект 3D, получается, что ощущение, что как бы вот эта стенка вот так будет. Тогда эта стенка просто немножко выше. Я изначально вообще думала так, что я красным буду вязать 4 ряда. Но потом все-таки передумала, попробовала, приложила, решила, что вот так я и буду в классическом варианте. 2 цвета после белого до темного, до черного и 2 цвета после черного. Ну, здесь такой полет фантазии огромный вот в таких квадратиках. Не только цвета, но и количество рядов, и самого размера квадратов. Но я заметила, кстати, что вот я сначала думаю, да, какие-то маленькие немножко квадраты получились, может быть, надо было больше, может быть, надо было в 2 нити. Я даже пробовала в 2 нити, но мне не понравилось. Но потом я поняла, что чем меньше квадрат, тем ярче этот эффект 3D. Он же получается как? От него нужно немножко отойти. И чем меньше квадраты, тем ближе будет виден вот этот эффект 3D. Хотя из больших квадратов мне тоже нравится. Но так как я решила все-таки изначально вязать именно из этой пряжи и именно в одну нить, то уже какие получились по размеру, такие получились. Начну их потихоньку соединять в одну пока полосу, чтобы определиться с размером. Ну и постепенно довязывать и соединять. Так как соединение здесь идет, ну, в общем, подряд, без обреза нити. Возьму второй моток белый, буду присоединять и откладывать в сторону. Потом довязывать, снова дальше продолжать их присоединять. И оно будет и разнообразнее так, интереснее вязать. Так как-то положила, как будто они разного размера. Нет, одинаковые все. Я еще пробовала сначала крючком 4, но получилось рыхловато все-таки. Они чуть-чуть больше получаются, кстати, не очень-то даже и намного больше, но получаются слишком рыхлыми. А так, я думаю, что получится в самый раз. Цвет мне очень нравится. Ну все, вот такие 7 изделий сейчас у меня в работе. Что будет дальше, вы увидите в моих следующих видео. На сегодня все. Большое спасибо за просмотр, за комментарии. Желаю вам вдохновения, всего самого доброго и до новых встреч.